Всем привет, друзья! С вами снова Петя в кино. И сегодня у нас обзор на новый проект во вселенной пацанов. Спин-офф основной истории под названием «Поколение Ви». Есть что обсудить, погнали! «Поколение Ви» — это американский супергеройский сериал, разработанный Крейгом Розенбергом, Эваном Голдбергом и Эриком Крипке. История является спин-оффом сериала «Пацаны». События проекта происходят между третьим и четвертыми сезонами «Пацанов». В центре сюжета молодые супергерои, которые обучаются в университете Годолкин, спонсором которого выступает корпорация Volt. По официальным данным, заведение обучает студентов обращаться со своими способностями во благо общества, но на самом деле выступает полигоном для совершенствования сыворотки Ви, дающий своим носителям уникальные способности. Здесь все студенты должны участвовать в местных соревнованиях за статус лучшего, чтобы попасть в главную супергеройскую команду планеты. Сам сериал завершился совсем недавно и уже был продлен на второй сезон. Однако сообщество разделилось на два лагеря. Одни люто кайфанули от звездных камео и кровавых сцен сериала. Другие же разочаровались из-за тут и там появляющейся повестки и нелепых сюжетных ходов. С первой же серии авторы завлекают зрителей тайны института Годолкин и мясным экшеном. Однако даже тут не обошлось без глупых и нелепых моментов, в том числе связанных с предсказуемостью происходящего. Лично мне бросилось в глаза отсутствие хоть какой-то глубины и предсказуемость завязки. Здесь же мы знакомимся с основными героями этой истории, которыми являются еще молодые студенты, обладающие уникальными суперспособностями, которые стремятся стать членами главной супергеройской команды планеты. Актеры справились нормально и в целом не вызывали отторжения, а за некоторыми даже было интересно последить. Персонажей здесь много, и далеко не все из них успевают получить хоть какое-то внятное раскрытие. Вместо этого подавляющее большинство из них просто ходит по экрану и ноет, не привнося в историю ничего кроме нытья и глупости. Единственная эмоция, которую вызывают персонажи в большую часть хронометража, это «Ну заплачь!» Нам десятки раз пережевывают одну и ту же информацию, постоянно повторяя почему, как и зачем. Доходит до абсурда, и в один момент персонажи начинают просто проговаривать важную экспозицию, потому что так надо. Увы, сериал оказался скуповатый на харизматичных негодяев. Здесь, как и в основной истории, суперспособности делают тебя злым мудаком, а за тобой будут стоять еще более злые мудаки, желающие на тебе заработать. Ну а единственный человек, тянущий на антагониста здесь, обладает абсолютно стандартной предысторией для подобных сюжетов. Опять злодей пострадал от действий суперов и теперь хочет уничтожить всех этих героев. И авторы так и не привносят в приевшийся сюжет никакой изюминки, никаких откровений не случается. Мы в четвертый раз видим развитие той же самой темы, только теперь еще более современно и молодежно. Последняя серия оказалась камнем преткновения для многих фанатов. Здесь вместо полноценного финального эпизода нам выдают получасовой огрызок потенциально неплохого финала. И лично я советую вам не покупаться на камео всеми любимого Хоумлендера, ведь кроме него и литров крови в финале нет абсолютно ничего. И в том числе хоть какого-то смысла. Говоря о камео, нельзя не упомянуть и других героев, появившихся в этом сериале. Создатели хайпели фанатам возвращения уже полюбившихся персонажей знакомой истории. Однако их появление не вызвало особых эмоций, ведь сделаны они были лишь для лишнего внимания. Секундные камео, увы, никак не спасут и так всратое шоу, ведь они не несут за собой никакой смысловой нагрузки. Ну а вставлены сюда для того, чтобы просто было. Что же касается музыки, которая в сериале неплохая, авторские песни здесь мне совершенно не зашли. Особенно в финальной серии, где опять вставили какую-то неуместную попсовую хрень. Создатели захотели пойти по оригинальному и интересному пути, но, увы, сами наставляли себе палки в колеса. И в итоге мы получили халтурный спин-офф, который есть за что ругать, даже кроме повесточки. Авторы обосрались, выдали убогую подделку на сериал, лишь номинально связанную с оригинальной историей. Единственное, что могут предложить создатели, это море крови и насилия. Ну а камео не впопад, глупые герои и идиотичный сюжет окончательно уничтожили эту историю. Финальная оценка 4 из 10.
Ну что ж, друзья, таким вот и получился обзор на поколение Ви. Как вы поняли, сериал мне не очень понравился, хотя я возлагал на него определенные надежды, и все-таки, как-никак, но все-таки я ждал. Было мне интересно, что получится. Не ожидал я увидеть настолько посредственный проект. На середине серии я чуть не дропнул, потому что это был просто невыносимый идиотский кринж. Потому что персонажи в какой-то момент, там была, по-моему, 3-я или 4-я серия, где искали героев-спонсоров, и они всю серию обсуждали вот одно и то же, ныли всю серию и разговаривали абсолютно неинтересные темы, которые никак не продвигают общий сюжет, которые пытаются что-то раскрывать, но заместо этого мы получаем просто очередное нытье, которое ничего не дает, которое просто ты слушаешь и все. Вот я это послушал, что я слушаю, зачем я это смотрю, почему. И, конечно, вот этот излюбленный прием – вставлять экшен в начале и в конце серии по чуть-чуть. А в середине можно любой кал. Ну, вот так вот некоторые серии и были. Ну, вспомним все-таки еще про первые серии, которые в целом были, неплохие. Первая серия хоть и не оригинальная, но в целом окей. Вторую и третью я уже не очень помню. Вот, стоит отметить, что были серии, которые мне понравились. Если первая окей, вторая, третья уже не помню. Пятая, по-моему, там, где у нас происходит сюжетный поворот, она мне понравилась, действительно была напряженной и интересной. И предпоследняя серия была хорошей, потому что они были напряженные, они двигали сюжет и в целом были достаточно интересны. По поводу финала отдельно, а остальные серии, увы, кал, правда, потому что была, например, серия, где они по воспоминаниям ходят, и там типа камео солдатика, которая, а на что она влияет? Это даже не настоящий персонаж, это не он. И оно вообще не нужно. Вообще, его просто так вставили. Можно было бы спокойно без него обойтись. Почему-то фанатики такие, типа, о, камео, как круто. О, мы узнали Дженсена Эклза. Вы, конечно, молодцы, но это абсолютно бессмысленно, не нужно и не знаю вообще, зачем вставлено в этот сериал. Кроме разве что привлечения внимания. Что у нас еще? Финал — это вот то, за что я окончательно понизил балл этой истории. Я прощал этот сериал за многое. Мне как бы вообще... У нас здесь толерантность, поэтому мы толерантно относимся к касту и ко всему остальному. Это вообще какая разница? Если история хорошая, вообще не важно, какой у тебя цвет кожи, правильно? Но здесь... О боже, ребят. Это просто максимально клишировано, убого. И вот эта вот повесточка, современные тренды, продвижения, да, так живет общество, это окей, это понятно, почему здесь даже подростки, и вот так же живут современные подростки. Но насколько это не оригинально, насколько это вообще, как будто не было никакой идеи за этим. Просто показать подростковую историю, как пацаны, только про подростков. А зачем? Может быть, проблема в том, что выбрали такой вот хронологически, как-то выбрали не совсем корректно, просто чтобы связать с основной историей, а могли бы рассказать действительно интересную историю, может быть, до событий пацанов, может быть, после, тоже можно подростковую, но чтобы это было максимально качественно, чтобы не сковывал основной сюжет создателей. Но, увы, они выбрали вот так, и получилось вот кал. Кал. Про финал хотел сказать. Финал здесь это абсолютное говно. Я вообще не понимаю, как фанатики какие-то сумасшедшие пытаются его защитить. Да, может быть, поставлен он или сделан лучше, чем в 3-м сезоне «Пацанов», но это единственный минус 3-го сезона «Пацанов», его финал. Все остальное там было... Вот так вот я смотрел. Вот это было мощно. И хорошо, в целом, неплохо, да, на 8 точно. Ну а здесь что? Здесь типа 5 минут экшена в начале, 5 минут в конце, потом бла-бла-бла бесконечные. И в финале у нас там 20 минут экшена и 2 минуты разговоров. Только за этим экшеном ничего не стоит. Это, конечно, все условно. Я точно не знаю. Не настолько я душнило. Но вот ты просто смотришь, начинается экшен, все друг друга убивают, и нет никаких последствий. Вот это вот тоже для меня очень большой минус в сериале. Потому что не было никаких последствий. Главная героиня взрывает кому-то, извините, половой орган.
этот персонаж потом появляется, и нету никаких последствий. Он никак это не вспоминает. Они один раз говорят, что типа, ой, я кому-то там что-то взорвала, и все. А как в это верить? Ну, вот еще в финальной сцене, серии были охранники, нам показали охранников, которые вот просто кампус защищают. Не там секретная лаборатория, а кампус. И оказывается, они ничего не могут сделать. Что, ну, если студенты бунтуют, да, с суперспособностями, там, с огнем, льдом, молнией, да чем угодно. Они ничего не могут сделать. Как это вообще работает? Как это до сих пор продерживалось? Неужели не было прецедентов, инцидентов никаких, чтобы, ну, как-то обезопаситься? Ну, нет. Вместо этого у них 2 дубинки, они нападают на людей, которые огнем в них стреляют и ничего не могут сделать. А тот, кто что-то может сделать, это учитель с какой-то звуковой штукой, которая может останавливать суперов. Вот и все. Но это настолько по-идиотски и сделано просто ради того, чтобы было. Ну неужели нельзя было сделать каких-нибудь парочку суперов охранников, например? Да? У них же... Ну и тоже на них испытывать этот компонент Ви, блин. Но нет, нужно вот по-идиотски, просто чтобы сюжет случался. Еще вот, по-моему, в предпоследней серии, или где-то вот под конец, главные герои сидят в кабинете злодея. Заходит другой злодей, не видя главных героев, и говорит: ой, какая ты злая злодейка, заставила меня создать этот вирус, который убивает суперов, ну то есть рассказывает экспозицию. И герои такие слушают: а, это как раз то, что нам надо было услышать, я извиняюсь, а неужели настолько обленились сценаристы, что им ничего не осталось, кроме как просто завести героев и злодеев в одну комнату, чтобы злодей, не зная о присутствии героев, рассказал всю экспозицию в воздух, как бы, ну, как бы им. Неужели настолько лениво им было? Не знаю. Но по итогу это ничего, кроме испанского стыда, у меня не вызывало. Нельзя, кстати, и не вспомнить про повсеместную глупость происходящего, потому что все происходит в этом сериале просто потому что. Ничто ни на что не влияет. Просто герои проходят по истории, да, собирают проходя какие-то сюжетные квесты. А то, что они делают, как будто бы ни на что не влияет. Как и весь сериал, он, по сути, ни на что не влияет. Ту же самую информацию про то, что есть вирус, убивающий супергероев, можно было подать и в секундной сценке из начала 4-го сезона «Пацанов». Я надеюсь все-таки, что создатели одумаются и во 2-м сезоне «Поколения Ви» выдадут нам что-нибудь получше. Ну и вообще весь сезон, ну, как будто скакал в качестве. То есть были какие-то неплохие моменты, были какие-то хорошие моменты, но по итогу сериал получился очень-очень слабым. Даже музыка, никаких выдающихся песен, запоминающихся, мелодий, саундтреков, ничего не было. Авторские песни, это касается и авторских песен, касается и саундтреков, написанных конкретно под сериал. Ничего не запомнилось, как-то все блекло, прошло мимо. И не вызвало особых эмоций. В этом, наверное, и есть проблема сериала. Отсутствие импакта, нелепые герои, которые просто бегают, что-то кряхтят, плачут и не приносят ничего в сюжет. Хотя здесь вот Андра и Сэм, еще которая управляла разумом, мне в целом понравились. Они были неплохие, и за ними было интересно следить. Но все остальные как-то не очень интересно за ними наблюдать, как-то глупо. Глупые они в большинстве своем и абсолютно не нужны для этой истории. Слишком много героев, как я уже говорил, слишком мало смысла. По итогу от этого страдает весь сериал. Ну что ж, друзья, на этом я буду, наверное, заканчивать. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ставьте лайк. Оставляйте свое мнение в комментариях. Спасибо за просмотр. Смотрите хорошие фильмы и сериалы. Играйте в хорошие игры. И помните, все будет хорошо. Пока.